Ардан, қалайсың? Жақсы, брат. Уже все солнце садится. Вот те здания. Слева Манхэттен! Ебануться! О май гадабл! Джессика, you gotta see this! Это получается мы сейчас пересекаем с Квинса на Манхэттен, это Что пересекаем? с Квинса, это получается один из боров Нью-Йорка. Район. 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 Бруклин, Манхэттен, Квинс, Бронкс. Что еще? Вот, да, Куин, Бронкс, Бруклин, Сеттен Айленд. Сеттен Айленд, да. Это вот несколько боров от Нью-Йорка, а сейчас мы с JFK с аэропорта едем и через Куинс едем на Манхэттен. Вот, и мы сейчас пересекаем прям этот мост. А Манхэттен, он центровой, да, более такой? Манхэттен — это самый главный остров, где весь движ происходит в Нью-Йорке. Уолл-стрит. Это все нам... Да, Спайдермен тут живет. Да, в общем, такой удивительный остров. Такой этот конвейер там по-своему, каждый герой. Ну да, в мантии, короче, такой голубой. И вот эта корона. Ну видно, что прям под ним термокостюм, короче, потому что на улице холодно. Квартирный половитель. World Trade Center. Мне тоже кажется, Или World Trade Center. Вот, прям перед нами World Trade Center. Кстати, все, World что Trade вы Center- вспоминаете, сразу вот здесь рядом всегда. Да, Манхэттен такой. То, что Ержик говорит по номерам. Ебать! Шумные легенды. Да, она вот эта линия, что-то... Ардан, А? вот это World Trade Center, самое Ага. высокое здание, это построено на месте двух близнецов, башни-близнецы. Где взорвали. Они здесь были, да? Да, брат. Сейчас будем проезжать эти места. А получается, от близнецов ничего не осталось, да? Не, ничего. Там Ничего не осталось. там музей, кстати. Там фонтаны стоят. Вместо этих зданий прям вниз там фонтаны стоят. Мемориал. Политики, потом... В Калифорнии губернатор был. Да, вот. Да, должен свет. Йоу, салам алейкум, как дела, бро? Тима, рад знакомству. Давай скажем панамки. Красавчик, Я добрался в Ригма. Все говорили нет, а я добрался. Бро, мне 29 лет, я чуть ниже ростом тебя. Я слышу, брат. Казах. Я слышу, что ничуть, брат. Мы пишем в твою камеру? Да, мы пишем. Мы сюда с Сержаном приезжали 10 лет назад. Ну, по крайней мере, 10 лет назад я первый раз увидел Америку. Приезжал сюда студентом. Ержан приезжал сюда, когда путешествовал по всему миру 7 лет назад. И за все эти годы много что изменилось, и наши взгляды изменились, не тоже много что в целом поменялось. И круто бы посмотреть на Америку снова, вспомнить нашу непосредственную молодость. Да? Ну да, это как Bad Boys 2, чуваки, вы чё, Да, ё-моё, да. вам что, нужно что-то объяснять, что ли? Потом добавлю, смотри, у нас есть такая фишка, мы открыли проект The Manda Southside и ездим по городам Казахстана, показываем людей, которые с этих городов не хотят уезжать. Актау, Караганда, у нас что еще было, Чимкент. И мы снимаем людей, которые говорят, нет, я в этом городе хочу жить, развиваться, и я отсюда никуда не уеду. Но мы приезжаем теперь в Штаты, это как раз страна, куда казахи уезжают. То есть ровно противоположность того, что мы снимали в наших казахстанских городах. Да. Да. И у каждого своя И у каждого своя какая-то история, классная почему правда. он уехал. Да. Или почему мы не уехали, а вернулись. Да? Вот касательно вас двоих, это будет история, почему вы здесь не остались. Да. Ну и еще
самая важнейшая цель, самая важнейшая из всего. Номер один. Номер один. Priority number one. Да, priority number one. Like a пас такой. Свой пас. Это довести Ардана до Чикаго. Целости и сохранности. Да, и Главное. да, и еще показать Америку, то есть показать Рассказать про Да. Америку. Показать, ну, Рассказать Америку. все, да, именно рассказать. Ответь. Утрик жок куплетти. Ведем, берем. Веди. Все, Ардан, ты готов? Да. Сейчас твой дел. Очков нет у тебя солнечных? Нет. Ты вообще очки не носишь, да? А, у меня есть, но я не ношу. Смотри, на улице солнечные. А, да? Если что. Подожди. Или да, ступеньки впереди аккуратно. И еще одна. И еще одна. Страшно. А ты прикинь, если это все такой огромный большой развод, да, на самом деле мы не в Америке. Просто в Талдых В Талдых приехали, да. Не, бро, это, конечно, Америка. Это первый раз. А так все. Что тут? Народ интересный, народ очень... Да, очень разнообразный народ, очень. Такие разные языки, разные возрастные категории, разные социальные, вон тоже видно, знаешь, очень много бомжей здесь, очень много бедных, очень много странных. Очень много людей, у которых, знаешь, там у них 3-4 сумки, и они между собой никак не связаны. Ну, короче, такие бродячие, знаешь. Да. Ну, в Нью-Йорк это, короче, тут очень много странных людей. Прямо идем? Так, справа цветочный, небольшой. Слева односторонняя дорога. Парковочных мест нет. Машин здесь дофига. Но при этом есть какой-то, знаешь, не как у нас, нету такого вот кипиша. Да, по идее я прям не чувствую. Да, нету вот этого какой-то вот суеты тут. Так, я даже не знаю, в каком мы сейчас районе, если честно. Это Upper West Side, окей. Это Upper West Side. Офигеть, Бритни Спирс. Я шучу, конечно. Ну ты даешь. Я сам повелся, брат, я повелся тоже. Наличку же взял? Я ни копейки не потратил. В общем, когда ездишь в Штаты, оказывается, не нужно деньги с собой брать, наличку. Не, нужно для типсов. Ну, для типсов только. Но в целом там есть везде же вот эта система, когда ты типсы прямо на дисплее оставляешь. Мы с собой вот взяли Home Credit. Удобно тем, что мы здесь деньги держим в тенге. И когда мы оплачиваем здесь в Америке в долларах, нам не нужно думать о конвертации. Обычно конвертация казахстанских банков очень высокая, может быть, здесь удобная конвертация. И на заправках мы получаем кэшбэки до 10%. Это очень круто. Can I pay by card? Ардан, Ау. как тебе от мысли того, что ты скоро будешь переезжать в Америку? Ну, вообще, изначально страшно. Страшно было. Да, и в целом, то, что я в Казахстане начал немного двигаться, начало получаться у меня. И к этому я вот так долго шел, чтобы начать делать, двигаться. И сейчас надо как будто заново все начинать делать, заново через все это проходить.
И вот как будто... Но в этом есть тоже интерес, да? Это резкий скачок, по идее. Да. Да. Это но- стресс может быть. Да, я вот больше стресса у меня сейчас, больше такой чуть-чуть, блин, а что я буду делать? Вот такое. Даже страх немного, из-за этого, не знаю, посмотрим. Страх от неизвестности, да? Да, да, вот от неизвестности, то, что как я буду зарабатывать, вот такое очень много есть. А что тебя успокаивает? Ну, то, что семья рядом, то, что Тамирис здесь, и, С ней хоть куда, да? конечно, уже легче. Я вот сейчас месяц пожил один, даже в Алмате, даже в знакомой среде очень тяжело было. Все равно уже как будто один остался, уже я как бы неполноценный, как будто что ли, такое чувствую. А как сейчас с нами поехать, не побоялся? Не, наоборот. Наоборот, я должен был один лететь, и один чуть-чуть боялся лететь. А то, что с вами, с пацанами, вообще очень классно, очень удобно, круто, весело. Удобно, в первую очередь. Да. Так, аккуратней. Сори, опоздал из Вянки. Я еще до сих пор тоже привыкаю. Да, скажи, какие есть нюансы? Да очень много, блин. Мы вот так можем идти с Кайрой. Еще, ну, не чувствуется же, что я всегда забывается, что он незрячий. И мы можем с Кайрой отвлечься, с ним вдвоем идти, общаться, и Иордан кому-нибудь бам-бам врежет. Блин, я несколько Да, людей да. задел. Мы просто забываем, что он, блин, ну, не видит иногда. Иногда, всегда. Так неудобно. Я иду и было, так и- поворачиваю, например, да? Я же свои габариты чувствую, я поворачиваю, и Иордан в этот момент вносится куда-нибудь. Да. И ему никто сказать ничего не может, 2 метра. Нет, ну так уже нормально. Ну я это... О, видишь, уже говорят, пошел нахуй отсюда. Это таких много. Это как гоблинский перевод. Но и этот... С Арданом нужно вот так прям, надо брать его всегда, говорить, пойдем. Ну то есть, не надо это. Надо, чем ближе, тем лучше, мне кажется, да? Не, еще момент, когда вот, типа, постояли, все, ну, что-то там... Да, и у всех какая-то рассос. заминка, и все такие, да, все, пойдем, Да, и ушли, а я остался. Ардан, сахар и молоко? Без молока, но с сахаром. One without milk. But sugar, yeah. Ты что его одного оставил там? Ничего. Да. Что, идем, такие, и все уходят, да. Да, надо всегда вместе. Забываем. Тут в основном Форды, Хонды, Лексусы вот всякие. Хендайки тоже есть. А? Легковушки, да? Ну они такие, знаешь, вот как у нас машина, вот, типа такого. Как он? Хичбэк. Да, Крайслер слева стоит. Ну, в основном джип, Форд, Тойота, Hyundai, Lexus, Кадиллаки. Таких лакшери нету там, С-классы. С-класс проехал один туда. Нью-Йорк он попроще. Тут, короче, тут, ну, любят, но больше такой, да? Практичный город. Тачкам. Все это остальное это в Лос-Анджелесе, это где в Голливуде. Лос-Анджелес, вот Калифорния. похож, да? Тут типа нету Гелендвагенов таких, знаешь, последних. Максимум Escalade можно увидеть и все. Феррари там всякие. тачек, да. Американские. Да. Ну, 40-ка проехала вообще, 45-я. Honda Civic, Optima, CR-V. Ну, тут такое, короче. Вот люди фотографируются на фоне. Как мы фотографировали сейчас. Вон проходит еврей вот этот, который... Да, ортодокс который. Просто наслаждайся, брат, кайфуй. Это Нью-Йорк. Вот ты сейчас живешь, проживаешь именно нью-йоркский момент.
Да, остальные трое за ним это уже тоже, ну у них... Не, я имею в виду, как выглядят волосы, одежда. Ах, блин, ну они все такие... Разные, да, все? Нет, они очень сдержанные по-американски, знаешь. Джемперы, брюки. У всех кроссы, но при этом они как-то, знаешь, такие стильненькие. И в пиджаке есть. Агашка, да? Да, тоже агашка, но они капец классно играют. Они агашки, в которых полно жизни, знаешь. Они прям кайфуют от того, что они делают. Один в очках. Такие. Вот, женщина возле нас, одежка танцует. Да. Чуть-чуть пугает меня. Не знаю. А так классно. Очень-очень живые старички, очень живые, ё-моё. Я думаю, средний возраст их группы 55, наверное. Да. Да, все сидят, слушают, качают головой. Можно 70-х еще играли, да? Возможно. Ну, первый точно, кто самый главный у них, кто поет, он вообще крутой. Что он сейчас сказал? Валет треф. А ты что делаешь? Я в карты играю. Ты в карты играешь? Это номер, это просто номер. Неважно, да? Это А, я знаю. А внизу? Это У. Вау. 0-0. Все, завязывай, скоро машины Да, давай, let's go, порулим вместе. Да. Я буду задавать. Hyundai. А ты вообще разбираешься, да, в машинах, если вот так сказать, марки машин? Ты можешь, да, понять, как что выглядит? Да, многие я знаю, многие понимаю. Я люблю машины, я раньше обзор много смотрел Да? на машины, да. У нее, кажется, классный интерьер, да, у этого полисада? Вообще необычное такое, как будто межгалактический корабль. Да, на корабле. Столько кнопочек, да? Да. Довольно мягкая еще машина. Братан, А? помнишь, ты катался в Алмате на моей машине? Да. Вот это такая же, только чуть-чуть побольше. Да. То есть ты в Алмате катаешься точно на такой машине, Хайрат? Не, у меня Hyundai Tucson. Туксонов. Но все равно плюс-минус она такая, одинаковая. Если честно, она едет одинаково. Ну, только чуть Да? мощнее, наверное. Ну все, тогда ты вообще будешь себя как дома, да, чувствовать? Ну, сложность в том, что вот я, например, знаю название, да, здания, но не знаю, как оно выглядит. Сейчас только что там был сувенир, надо было там остановиться и тебе дать его потрогать. Да. Смотри, потрогай. Это Empire State Building. Ой, я прям так и думал. Ты Так мне и прям думал? четко Да? объяснил. А, Я есть. прям так и понял, что он так и выглядит. Кайф. Я думаю, там даже конус еще выше у него. Вот это? Да. Ну, сложность в том, что вот я, например, знаю название, да, здания, но не знаю, как оно выглядит. Вот если бы мы сейчас макет не потрогали, то... Да, это вообще очень полезно, круто. Даже статую свободы, например, я знаю, что там... Да? Вот это факел, да? Да, это факел у нее. Коронка. Это корона? Да. А вот это Это, кажется, табличка Конституция. какая-то. А, Конституция. Вау, круто. Вот в Нью-Йорке побывал. Да. Блин, класс. Все, а теперь представь вот этот Empire, он просто огромнейший. Капец, ты к истории классно. прикоснулся. Блин, ну прикольно вообще. Здесь написано Empire State Building, да? Да, Empire State написано. Вот в конце он идет, и у него вот здесь написано
Jews for Palestine. For a free Palestine. За свободную Палестину. Hey, hey! Oh, oh! The occupation has got to go, hey, hey! Прикольно же там, что там были не палестинцы, что там были белые, разные люди, черные были. Надпись «Евреи за Палестину». Везде. Что было? Вот здесь я записал даже видео, где было написано «Евреи за Палестину». Такие-то дни, вот примерно такое-то время есть, будут протесты. И вот, либо соцмедиа, да, сейчас, как бы в сторис, да, если кто-то постит, все, кто-то выхватывает, сам остров маленький, люди приезжают и тоже протестуют. Как бы Нью-Йорк тоже давно славился этим, то, что все люди как-то, даже вне кто системы, то так наблюдают и смотрят, то, что какой-то протест, они даже интересуются, что происходит. И как бы все люди как-то вовлекаются вот в эту проблему и освещаются за счет этого. То есть тебе никто ничего не скажет, свободная страна, ты можешь с любым дебаты проводить, не соглашаться, это вполне нормально. Ай, Стас, жарась. Угорает тоже. Как ты, да? Отлично, отлично, как сам. 7 лет не виделись, Рад тебя ребята. видеть. Знакомьтесь, Ардан. Стас, должен рассказать, о чем ты одет, как ты выглядишь. Что? Как ты должен описать себя? Ардан, да, Ардан у вас зрячий. Да, ты должен описать себя. Так, я одет в черном. Весь Все черное, да, у меня ортопедическая обувь. То есть у меня джинсы черные. В общем, рабочая одежда. Что, как ты долетел? На авиасейлский, Долетели хорошо, благодаря авиасейлс. Каково быть барбером в Штатах? Ну, здесь разные, очень много разных возможностей у тебя. Ты хочешь работать по аппоинтментам, по записям, хочешь работать на проходняк. По-разному можно работать. Хочешь заработать, заработаешь, да? Главное показать скилл. В Нью-Йорке проще. Я жил в Сан-Франциско. Я там работал в топовом барбершопе. То есть он входил в топ-5 барбершопов. Gents Club называется. Ну, там совсем другой сервис предоставляешь. Ну и цена там, ценник чуть повыше, $50 был. Здесь мы 30, да, час. Но здесь проходняк, видишь, братан, здесь люди живут, работают, здесь очень много молодых. Здесь много людей, которые там только закончили колледж и устроились, там, интерншип, компании какие-то. Получается, здесь улица, она такая же бизи, как и авеню. То есть, если ты бизнес открываешь в Штатах, ты всегда, ну, в Нью-Йорке, ты смотришь, это авеню или это стрит. Если на авеню у тебя там рядом метро, у тебя рент гораздо дороже будет. Если это стрит, рент будет дешевле. Но иногда бывает стрит такой же, как, ну, проходимый, так как и авеню. Давай, брат, увидим. Как тебе новая прическа? Офигенно. So fresh, so clean. Traveling, I want to see New York. How you doing, brother? I want to see. What's up, brother? What's up, brother? How you doing, man? Ne oldu? UFC боец, братан. UFC боец. А, серьезно? Популярный. Hi. My brother, he's a fan of the... Hey, how's it going? Hi. Sorry, I don't see. Yeah, I'm black. Just. Nice to meet you. What's your name? Ardan. Adnan? Yeah. Это просто какой-то... Yeah, Mike Green. Yeah. Well, Do you know them? Yes. Yes, he's a UFC fighter. He's a UFC. What? Да, можно сфоткаться? Could you take a picture with you? Yeah, sure. Actually, today he was telling that about it's really easy to meet someone in New York. Yeah. And that was the example today. Oh yeah, that's perfect. Не мог, сказал, не мог, зачем сфоткаться? Не знаю. Скажи, не знал, как себя повести, да? Конечно, блин, первый раз такое. Ой-ой-ой. Нет, ладно, Ержан, ты что повелся? Ты Я был рад за него, что он увидел звезду, он же говорит, я мечтаю увидеть здесь звезду. И я думал, мы встречаем Нейта Диаса, короче.
Thank you, bro. He came from Kazakhstan. We're from Kazakhstan. nice. We're from the Shavkat Rahmonov. Полный биржатор. Yeah. Alright. Alright, well, we're gonna get back to the airport. Are you getting back to the airport? Head back again. Have a, yeah, nice to meet you, brother. So much. Bye-bye. Это что сейчас было, ребята? Это что сейчас было, я не понял. Это то, да? Это то, что ли? Это что ли то? О чем мы сегодня говорили? Я же говорил, что типа можно встретить, да, любого. I told you, brother. I told you. Классно, Я классно, офигел, классно. ребят, я просто офигел. Не, я думал, вы более известны, я думал, вы вообще знаете. My God. He's crazy. Так он сказал, что в UFC. Тима рассказал. Может, он вообще в UFC. Yeah, he's UFC fighter. Он сказал же Майк Баскет. Я его узнал, я его где-то видел. Я такой, А ты знаешь, я он такой, точно есть? Канат, боец, и Канат такой не может увидеть, сколько кто это такой, эй, бро, сам не понимает, такой, эй, бро. И он не понимает. А, вот вы вообще пиздец. Мне просто Тима сказал, что он боец. И потом Кана мне сказал, что он UFC. Я такой, давай. Ай, ты чё, угораете, что ли? Ё-моё! Это, ребята, фэн. Я там в восторге прыгал, потому что я думал, это медис, если честно, какой-то, знаешь, что... Слышишь, да, эти звуки? Да, Это типичные нью-йоркские звуки, брат. да, так много всяких Всегда. Сирены. сирен. Особенно, когда рядом проезжает Да, пожарка, там вообще невыносимо, нужно прям уши закрывать, знаешь? У нее такой звук. В GTA, кстати, классные звуки, вот прям похожи. Да. Тоже всегда сирены. Смотри, какой GTA, да? А ты играл, брат? Да, я пробовал играть. Серьезно? Да. Как играл? Это просто на звук. У меня есть друг, он одноклассник. Не зрячий тоже. Он вообще, Да? игрок. Про, да? Да, он по звукам прям ориентируется. Он мне объяснял, короче, что, как Офигеть. звучит, что делать. Он мне говорит, сидит, короче, я играю. Офигеть. Вот это Он вообще прям круто играет. Он еще Mortal Kombat играет, там, кажется, есть соревнования всякие по Mortal Kombat. Да, и среди незрячих есть соревнования. Нажал? Все. Да, работает. Подожди, давай еще раз заново. Танцоры бывают такие черные, которые, знаешь, заходят прям в вагон. Начинают офигово танцевать. Метро посмотрели чисто. Ну да. Обычно мы метро, блин, на 1,5 часа всегда ездили, да, домой? В конце погуляли, классно, все, ништяк, Манхэттен, блин. А в конце закругляешься, надо ехать домой же ночью, в 2 часа ночи, в 3 ночи. Манхэттен, Бруклин, еще Бруклин нигде, еще Брайтон-Бич, там наверх, знаешь, Чорч-Авеню. И такая опять долго. Все спят, короче, же есть в этом вагоне. Офигенно же было. Да. Ночью тоже, да, есть? Сейчас бы я так не смог, братан. Да? Да, уже возраст не тот. Там можно было. Выходим? Да. Так, давай, держись за меня. Ой, ночью тоже работает, да? Метро? Да, но оно реже ходит гораздо. Да, если он прям перед тобой уехал, то все. Так, ждем, ступеньки начинаются, наверх пойдем. Ну да, мне вообще идёшь, да, самому сложно и страшно было переезжать. Просто вот Тамирис нашла работу, предложили хорошую работу, перспективы. То есть и раньше, до замужества, она мне говорила, что я хочу работать в Америке,
учиться в Америке. И я сказал, да, конечно. И вот, в общем, я на это все подписался. Тогда еще. И поэтому я... То есть я даже не возражал, я не говорил, что, блин, мне страшно, давай здесь еще поживем. То есть у меня только начало получаться в блогерстве, давай здесь подвигаемся. То есть я не стал так говорить, потому что так было честно. Потому что она меня раньше предупредила, раньше мы об этом разговаривали. И вот и мы такое решение приняли, что я тоже поеду. Вот, ну, если что, если какие-то хорошие проекты будут, то есть я вообще налегке, я могу и в Казахстан приехать быстро. Жолды көріп алдым, нормально. Дорогу запомнил я, если что. Я вижу вот здесь какой-то свет, я не знаю, это луна или Это луна. Или это фонарь? Это луна, это луна, да. Справа, да, вот где-то Да, впереди? да, это луна. Вот такая огромная. Она яркая, она очень яркая сегодня. И она освещает, как будто бы она освещает весь Нью-Йорк, знаешь? Прикольно. Это, блин, это крутая картина. Это вот паром, да, шумит? Да, это паром. А прямо перед нами Манхэттен. Стеклянный, большой, красивый. До него буквально, ну, я не знаю, 2 километра, наверное. Может, чуть меньше. Может, 1,5. Я просто счастлив, что Коржику нравится. Я счастлив за Коржика, говорит. Я не знаю, я какой-то этот... Ну, как бы я не осознаю вот этой полной красоты. Ну, то, что Ержан рассказал, только, ну, примерно так понял по его словам. А все равно в полной мере не могу это представить, понять. Так, как говорит Ержан, это очень круто, да? Да. Я просто его эмоции перенял такой, в себя. Очень красиво. Да. И сверху уже летит сейчас не вертолет, а уже кукурузник. Тоже моргает белым, зеленым и красным. Да, я его слышу. Вот, пролетает над нами сейчас. Знаешь, что сделай? Запиши сейчас сторис и выложи у себя в рилсах. И попроси свою аудиторию описать тебе то, что ты снял. И это будет, мне кажется, очень прикольно. Скажешь, говорят, что красивое видео. Так ли это? Спроси у них. Да, а что видите вы? Ну ты скажи, спорим, красиво, некрасиво. Да. И потом, пускай тебе они напишут, и ты скажешь. И ты будешь сравнивать с тем, что я тебе описывал, прикинь. Давай. Это Коржик скучный. Да. Или послал Коржик. Какие-то пытки. Ты капец круто. Ты был очень счастливый, самый такой счастливый. У меня прям улыбка не собиралась.